Привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Евгений Манаенков, и вы смотрите Клуб путешественников. И сегодня мы с вами отправимся в чудесный русский город Вологда на попутном автомобиле. Человека. Ехать 6 часов. Мы, дорогие друзья, наконец-то прибыли в город Вологда. В 450 километров от Москвы и 650 километров от Санкт-Петербурга возвышается прекрасный русский город Вологда. Население города 311 859 человек на 2024 год. Входит в число городов, обладающих особо ценным историческим наследием. Считается, что год основания города 1147. Это подтверждают древнерусские источники, повесть о чудесах Герасима Вологодского и летописец Ивана Слободского. Они рассказывают о том, как на Кайсаровый ручей впадает в реку Вологду. Пришел преподобный Герасим и построил Троицкий монастырь. Вологду неоднократно захватывали. Тверской князь Святослав Ярославич, 1273 год. Московские князья Дмитрий Донской, 1368 год, Василий I, 1393 год и Василий Косой, 1435 год. В 1446 году Вологда отдана в удел Василию Темному. Дмитрий Шемяка, 1450 год. В 1772 году Екатерина Великая своим указом провозгласила Вологду центром вологодского наместничества. В 1796 году столицей губернии. В это время строятся общественные здания, гостиный двор, каменный мост. В XVIII-XIX веках возводятся каменные православные храмы. Разработан городской герб. В XIX веке оживляется экономика, город становится центром транспортных путей, появляются первые пароходы, заканчивается строительство железнодорожных веток до Ярославля, 1868 год, Архангельска, 1898 год, Санкт-Петербурга, 1905 год. Строятся мосты, работают больницы, гимназии, открывается центр. Наступает 20 век. Вологда становится центром промышленности северо-западной России. Рабочие губернского города трудятся на маслодельном, кожевенном, сахарном, кирпичном заводах, обувной и колбасной фабриках. Годы двух революций и гражданской войны город пережил спокойно. Великую Отечественную вологжане работали на оборонных заводах, выпускали оружие, снаряды и военное обмундирование. Только северная железнодорожная ветка связывала блокадный Ленинград со страной, помогая ему держаться из последних сил. В настоящее время город развивается. Ведущей градостроительной отраслью остается машиностроение. Работают общеобразовательные, музыкальные, спортивные школы. Вологда славится кружевами. Работы мастеров завоевывают признание на международных выставках. В 1912 году в округе Вологды насчитывалось 40 тысяч кружевниц. Сегодня уникальные традиции
крыжевого плетения продолжают жить. Решил снять апартаменты в жилом доме. Вот такой, дорогие друзья, дом. Вот здесь находится квартира, которую я арендовал на неделю. Тишина, спокойствие. Вот мой подъезд. Вот такой подъезд, дорогие друзья. Берем ключик, дорогие друзья. Так. Ну, заходи, ничего себе. Вот, дорогие друзья, вот это моя квартира. Так. Вот, дорогие друзья, это маленькая комнатка. Здесь есть балкон, дорогие друзья. Застекленный, кстати, балкон. Ой, здесь и такой шикарный вид открывается. Это вторая комната, большая. Это у нас ванна, дорогие друзья. А это кухня. Стоимость аренды квартиры на неделю 28 700 рублей. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы с вами познакомимся с городом и окультуримся. Город является настоящей жемчужиной, сумевшей сохранить очарование и магию старой русской культуры и архитектуры. Вологда – это многовековая история, купола старинных церквей и монастырей, впечатляющие памятники деревянного зодчества и интересная гастрономия. Это один из самых красивых исторических городов России, с аутентичной атмосферой и уникальным характером, который определенно произведет сильное впечатление на всех любителей истории и культуры. На месте основания города сегодня располагается памятник 800-летия Вологды. Памятник 800-летия Вологды установлен в 1959 году на набережной города рядом с Соборной горкой и Вологодским Кремлем. Место на берегу набережной, где стоит памятник, называется Леневая площадка. Леневый – слово диалектное, которое имеет два значения. Первое – высокий крутой берег. Второе – ленивцами раньше называли купцов. Это было торговое место. Всех приветствуем.
Значит, мы жители Вологды, проживаем здесь довольно долго уже. Очень красивый город, очень удобный для культуры и для спорта, и для работы тоже в том числе. Вот. Особенно летом. Зимой, конечно, как и все города, завалены снегом, но летом это просто очень красивое место для туризма. Очень много людей приезжают, и знакомых наших, и мы видим, что много туристов приезжают, и интернациональных туристов приезжает, поэтому всех приглашаем к нам. Сейчас, дорогие друзья, куплю мороженое. Здесь в Вологде очень жарко, но без дождей. Ага, 80 рублей. Ага. Гуляем по Вологде, по набережной. Все, в основном все интересное находится в центре. Знакомимся с городом, с жителями города. А здесь, дорогие друзья, автомат с кормом для уточек. Здесь, возле реки, находится парк развлечений для детей.
Сегодня День России, и я отправляюсь на Центральную площадь. Город Вологда — это спокойный город, хороший город, никто не ругается, народу много. Сегодня очень прекрасный день, так все наряжено, все лотереи проигрышные, все наряжено, все красиво, День России. Вологда у нас славится это сливочным маслом, вологодскими кружевами, также лесным палисадом. Здесь в Вологде самые добрые люди, отзывчивые. Хоть она и небольшая, но очень красиво. В центре города маленькие красивые дома. Набережная у нас, конечно, не благоустроена так, как хотелось бы, но в общем и целом очень... Извините. Еще здесь очень красивые места, парки, набережная достаточно большая. И можно посмотреть, что деревья вокруг, все зеленое, то есть нет каких-то там Сухих деревьев, Да. все тут красиво обустроено. Также это хорошее место для времяпрепровождения всей семьей, не только... ну или как с друзьями, как мы здесь пришли в выходной Да. сидеть с кофе.
А сейчас мы с вами прокатимся на речном травачке по реке Вологда. Стоимость билета 700 рублей с одного взрослого человека. Московский Мы Кремль. плывем Мощные по стены из реке дерева и Волга. белого камня. Вологда удивительный город, и здесь очень много интересного. Хоть и говорят, что развлечений не так много, но на самом деле, если хорошенечко порыться, приехать в самый центр, здесь можно найти разные впечатления, ощутить разные эмоции. Особенно вот, допустим, прогулка на теплоходе. Ну, спокойная атмосфера, приятная обстановка. Прекрасный способ отвлечься от рабочих будней. Да. На самом деле, да, исторический центр города, как раз на речной прогулке можно, да, увидеть всю красоту нашего центра, нашего города. И, в общем, попадаешь в какое-то немножко другое время, как будто даже. А прогулки по берегу, они немножко отличаются от прогулок по реке видом.
А сейчас пришло время мне пообедать. Я нашел недорогое кафе «Огород». Пойдемте посмотрим, узнаем цены и заодно покушаем. Я взял суп, салат, на второе рис с рыбой, компот и 2 хлеба. Стоимость обеда 440 рублей. Пообедал, обед был вкусный, ну а сейчас мы отправляемся дальше. Дорогие друзья, сейчас на улице дождь, погода не особо и радует. Мы прибыли в музей забытых вещей. Приобрел билет. Стоимость входного билета 150 рублей на одного взрослого человека. Давайте посмотрим экспонаты. Музей «Мир забытых вещей» был открыт в мае 1991 года и занимает деревянный особняк середины XIX века. Объект культурного наследия федерального значения. Экспозиция содержит 2 раздела. На первом этаже «Мир забытых вещей», открывающий посетителям культуру и быт горожан в дореволюционную эпоху. Здесь воссозданы типологические интерьеры 19-х, начала 20-х веков, гостиной, столовой, детской и кабинета. На втором этаже размещена выставка «История вологодского портрета 18-19 веков» из дворянских усадеб Вологодской губернии.
проводятся литературно-музыкальные вечера, детские праздники. Среди гостей музея часто бывают потомки вологодских дворян, бережно хранящие семейные традиции. В зале третьего этажа устраиваются выставки реликвий и семейных коллекций и архивов. Я, дорогие друзья, иду в Вологодский Кремль. Вологодский Кремль – одна из самых старых и ценных достопримечательностей Вологды, расположена в сердце города. На самом деле от средневековой крепости мало что осталось. Каменные башни и стены разобрали для строительства других зданий еще в начале XIX века. В наши дни Вологодский Кремль формируют архитектурные постройки и храмы 4 веков, 16 и 19, которые занимают площадь 56 гектар на правобережье реки Вологды. Кремль был заложен 28 апреля, когда православные отмечают память апостолов Иоасона и Сосипатра. Благодаря этому событию какое-то время укрепления в центре Вологды называли Насон городом. Первоначально стены Кремля тянулись более чем на 3 километра, имели высоту от 2 до 8 метров и толщину 4 метров. Планировалось построить 22 башни и защитить укрепления глубокими рвами с водой. Внутрь вели 7 ворот, а обороняли Кремль и царский дворец 1500 стрельцов и 300 пушек. Долгое время Кремль выглядел как город в городе. Внутри были свои улицы, жилые дома, таможня, суд, тюрьма, торговые склады и многочисленные лавки. Теперь старые постройки Кремля принадлежат Вологодскому музею-заповеднику. Территория разделена на 3 двора. Самое значительное место отведено под центральный двор. В северо-восточном углу Кремля находится маленький консисторский дворик, а на северо-западе – хозяйственный двор. Приобрел билет в колокольню. Стоимость билета 300 рублей, один взрослый человек. Сейчас мы поднимемся на самый верх, где смотровая площадка. Оттуда открывается великолепный вид на Вологду. Погода сейчас хорошая.
еще стоит немножко подняться. Смотрите, какой великолепный вид открывается на город. Поднимаемся, дорогие друзья, еще выше, на самый верх колокольни. Лестницы, конечно, здесь очень крутые. Надо придерживаться за перила. О, колокольня, дорогие друзья. Дорогие друзья, мы наконец-то добрались до самого верха колокольни. И посмотрите, какой замечательный вид открывается на город. Мария. Мы приехали вчера вечером в Вологду, очень поздно было. Город показался таким темным, дождливым, были тучи, мы заселились в отель. Но сегодня, во вторых дня, все расцвело, и город поразил своим таким масштабом, особенно на этой колокольне, очень высоко, все как на ладони, маленькие уютные домики, хочется в каждый зайти, выпить чаю, покушать хлебушек с маслом сливочным вологодским. Вот, в общем, очень город нравится на самом деле. Ну а мы спускаемся и продолжаем наше путешествие. Дорогие друзья, я прибыл к ботаническому саду. Стоимость поездки на такси от нашей гостиницы Кирова 16 до ботанического сада 260 рублей. Ехать 20 минут. Здесь и небольшой магазинчик. Стоимость одного комплексного билета 400 рублей с одного взрослого человека. Ботанический сад «Ботаника» в Вологде в Ершовском переулке в северной части города открылся в мае 2016 года и стал первым в регионе. Площадь действующего дедрусада составляет 2200 квадратных метров. Посетители Вологодского ботанического сада могут увидеть свыше 300 различных видов растений, в том числе экзотические виды. Общее количество растений 800 экземпляров со всего мира. Есть здесь и растения, занесенные в Красную книгу. Растения в ботаническом саду рассажены в соответствии с их природной зоной обитания. Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия, пустыня. Вы также можете посетить находящийся здесь первый в мире музей орхидей, где представлено множество видов этих удивительных цветов, от самых распространенных и знакомых до уникальных и очень редких образцов орхидей со всего мира.
Здесь можно загадать желание и положить монетку в руку скульптуре. Ботанический сад нам очень нравится, очень хороший, очень интересный. Нам очень нравится, очень хорошо. Очень красивое Красиво. место. Да. Мы советуем вам прийти сюда. Еще одна достопримечательность парка – мост поцелуев. Популярное место для фотосессий на ряду с расположенным рядом островом любви. Это остров в форме сердца, который расположен посреди большого водоема и окружен тропическими джунглями. Дорогие друзья, здесь просто замечательно. Мы сейчас отправляемся в сад бабочек. Особенности ботаники – Бабочкин сад, расположенный отдельно от оранжереи. В этом году порхают большие и яркие тропические бабочки. В Бабочкином саду вы также можете увидеть необычных животных и птиц со всего мира. Зона животных включает в себя различных амфибий, рептилий, птиц, рыб, насекомых, пауков и даже некоторых млекопитающих. На территории ботанического сада живут хамелеоны, игуаны, кролики, хорьки. А тут живут еноты. Дорогие друзья, тут целая деревня. Ну давай, ну. Красавчик. У нас в ботаническом саду находится большинство растений, возможно, даже из разных стран. Кактусы, всякие просто обычные деревья, много животных. За всеми достаточно хорошо ухаживают. Можно прийти и посмотреть. Вообще, ботанический сад самый лучший место. По большей части из-за животных, потому что они вообще прям пупсики-пупсики. Их можно покормить, можно подружиться. Как вам ботанический сад? Ботанический сад очень хорошее место, там можно посмотреть на животных, вот, покормить их, новые впечатления. А что тебе понравилось? Я зайчики. Не бойся, он тебя не укусит. Она
Капец. А здесь, дорогие друзья, доска желаний. Можно написать свое желание. Я взял мелок. Сейчас напишем. Ну что ж, дорогие друзья, наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, вам понравилось, было познавательно и интересно. Вы смотрели клуб путешественников «Вологда». И с вами был, как всегда, я, Евгений Манаенков. Всем пока-пока, удачи и до встречи в новых путешествиях.